Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Сергей Чернов, я дипломированный врач, практикую и преподаю йогу уже около 15 лет. Сегодня мы поговорим с вами про дельтовидную мышцу, которая может являться источником боли в плечевом суставе, а также ограничивать его функцию. Эта поверхностно расположенная мышца состоит из трех частей – передней, средней и задней. Вверху передняя часть дельтовидной мышцы прикрепляется к наружной трети ключицы, средняя часть к акромиону лопатки, а задняя часть к наружной части ости лопатки. Внизу все части мышцы сходятся воедино и прикрепляются к дельтовидной бугристости плечевой кости. Основной функцией дельтовидной мышцы, при которой происходит включение ее передней, средней и задней части, является отведение плеча в плечевом суставе. Передняя часть мышцы также участвует в сгибании плеча в плечевом суставе. Передняя часть дельтовидной мышцы принимает участие в горизонтальном приведении плеча. Передняя часть дельтовидной мышцы также участвует во внутренней медиальной ротации или вращении плеча в плечевом суставе. Средняя часть дельтовидной мышцы принимает участие в отведении плеча в плечевом суставе, а также совместно с передней частью дельтовидной мышцы в сгибании плеча в плечевом суставе. Задняя часть дельтовидной мышцы, помимо отведения плеча в плечевом суставе, участвует в горизонтальном отведении плеча в плечевом суставе. Задний пучок дельтовидной мышцы участвует в разгибании плеча в плечевом суставе. Задняя часть дельтовидной мышцы принимает участие в латеральном или наружном вращении или ротации плеча в плечевом суставе. Миофасциальные триггерные точки в дельтовидной мышце обнаруживаются у большого количества людей. Если триггеры локализованы в передней части мышцы, то боль отражается в переднюю и среднюю дельтовидную область. Когда триггерные точки находятся в задней части дельтовидной мышцы, то боль возникает на задней поверхности плечевого сустава, иногда распространяясь по всей задней поверхности плеча. Триггерные точки, расположенные в средней части мышцы, вызывают боль в месте своей локализации, иногда захватывая соседние области. Дельтовидная мышца обладает одной очень важной особенностью. Волокна передней и задней части располагаются веретенообразно, и триггерные точки в них встречаются в середине мышечных пучков, в местах концевых пластинок, участках контакта двигательного нерва с мышечным веретеном. Волокна же средней части имеют перистую структуру, и триггерные точки могут располагаться на всем ее протяжении. Одной из причин развития триггерных точек в дельтовидной мышце является травма плеча во время физической активности либо спортивных соревнований. Боль чаще всего проявляется во время движения, однако может беспокоить и в покое, и даже во время сна. Наличие множества триггерных точек в дельтовидной мышце сопровождается потерей физической силы, а также нестабильностью в плечевом суставе. В зависимости от места локализации триггерных точек могут наблюдаться проблемы со сгибанием руки, с разгибанием руки, либо с отведением. Передняя часть дельтовидной мышцы может повреждаться при стрельбе из огнестрельного оружия, при удержании значительного веса на плечах или в результате любой монотонной работы, при которой происходит длительное сгибание плеча, например, ручная сортировка почтовой корреспонденции в почтовых ящиках. При поражении передней части дельтовидной мышцы человек не в состоянии выполнить тест, завести руку за спину и потереть ее, то есть подвигать ее вправо-влево. Задняя часть дельтовидной мышцы может поражаться триггерными точками ввиду избыточной на нее нагрузки, например, во время езды на лыжах, когда рука постоянно разгибается в плече и происходит ее длительное переутомление. Я, кстати, недавно первый раз в своей жизни ходил на скалодром, и в результате такой физической нагрузки на следующий день у меня очень сильно болела не только область широчайшей мышцы и трехглавой мышцы плеча, но также средняя и задняя часть дельтовидной мышцы. Это связано с тем, что при такой физической активности постоянно происходит подъем рук и разгибание руки в плечевом суставе, что очень сильно переутомляет заднюю часть дельтовидной мышцы. При наличии триггерных точек в задней части дельтовидной мышцы во время проведения кругового обхватывающего теста человек способен дотянуться только лишь до макушки, испытывая острую сильную боль. Кстати, этот тест используется также и для диагностики триггерных точек в широчайшей мышце спины, о которой я говорил в этом видео.
Средняя часть дельтовидной мышцы может поражаться в результате любой монотонной двигательной активности, связанной с отведением руки. Например, при ежедневной фанатичной работе с гантелями в тренажерном зале. Иногда в область дельтовидной мышцы производят внутримышечную инъекцию витаминов, антибиотиков или, например, вакцины от дифтерии. Если вещество попадает в латентную миофасциальную триггерную точку, то может произойти ее активизация с развитием болевых ощущений. Поэтому перед проведением инъекции необходимо исследовать мышцу на предмет наличия уплотнения. Самым простым методом диагностики месторасположения триггерных точек и их последующего лечения в домашних условиях является следующий. Возьмите маленький массажный ролл или массажный мяч и, подойдя к стене, надавите им на область дельтовидной мышцы, используя вес своего тела. Если у вас есть оба этих инструмента для миофасциального релиза, то я рекомендую сначала в течение нескольких минут поработать на маленьком массажном ролле по всем частям мышцы, подготовив мышечную и фасциальную ткань. Обнаружив участки уплотнения и болезненности, осуществите более интенсивное механическое воздействие на массажном мяче на эти точки. Осуществляйте надавливание от 1 до нескольких минут. После этого обязательно вытяните пораженные участки мышцы. Если триггерными точками поражен передний и передняя часть среднего пучка дельтовидной мышцы, то вытяните ее в течение 1-3 минут в дверном проеме, расположив плечо на уровне плечевого сустава или немного ниже. Если вы практикуете йогу, то для вытяжения переднего пучка дельтовидной мышцы можно использовать, например, дханурасану, позу лука. Также вытянуть эти волокна мышцы и восстановить ее функцию можно, заведя пораженную руку за спину, стремясь захватить кисть проблемной руки противоположной рукой, поднятой вверх. Ввиду ограничения подвижности в плечевом суставе, можете начинать с использованием полотенца или носка. Работая системно и регулярно, вы придете к тому, что сможете сцепить обе кисти. В йоге с целью вытяжения данных мышечных пучков используются асаны с кистевым замком за спиной. Поработав в одну сторону, обязательно выполните упражнения также и в другую сторону. При поражении задней части и задних пучков средней части дельтовидной мышцы захватите локоть пораженной руки кистью противоположной руки и уводите локоть в сторону, прижимая руку к грудной клетке. В йоге для вытяжения этих частей дельтовидной мышцы можно использовать, например, бхуджа-свастикасану, позу стрекозы. Спасибо большое за просмотр видео, подписывайтесь также на мой Инстаграм и Телеграм, смотрите другие видео, посвященные триггерным точкам и миофасциальному болевому синдрому. Я желаю вам отличного самочувствия, крепкого здоровья, увидимся в новых публикациях. До встречи!